В вольере городского приюта для животных «Надежда» неподвижно лежал пес по кличке Бим. Он не реагировал на звуки, его миска с едой оставалась нетронутой, а глаза были закрыты. Казалось, жизнь покинула его. Волонтер Елена с тревогой обратилась к опытному ветеринару Ивану Сергеевичу. «Посмотрите на Бима. Он совсем ничего не ест, не встает и даже не откликается. Неужели придется прибегнуть к эвтаназии?» Ветеринар, осмотрев собаку, твердо ответил: «Нет, для усыпления нет оснований. Физически он здоров, если не учитывать слабость мышц от долгого лежания. Он не агрессивен, его психика в норме, но почему он тогда угасает на глазах?» Не понимала девушка. «Это не болезнь», после паузы тихо произнес Иван Сергеевич. «Это последствия предательства. Тех, кому он доверял и кого любил всю свою жизнь. И что же теперь? Просто ждать конца». Голос Елены дрогнул. «Здесь врачи бессильны», — покачал головой ветеринар. «Таким животным, как и людям, чтобы жить, нужна любовь. Только искренняя забота способна его спасти». Они постояли еще немного у вольера и отправились дальше. Пес остался лежать в полном одиночестве, погруженный в свою тоску. Когда-то давно семья Соколовых, Михаил и Ольга, мечтали о доме, наполненном детскими голосами. Вскоре у них родился сын Илья. А через год, на его первый день рождения, родители подарили мальчику маленького щенка-овчарки, которого назвали Бимом. С того самого дня мальчик и пес стали неразлучными друзьями. Они вместе росли, играли, познавали мир и научились понимать друг друга без единого слова. Когда родился второй сын, Максим, у Бима появилась новая ответственная миссия. Он с трепетом охранял малыша, следил за каждым его шагом, оберегал от опасностей и терпеливо сносил детские шалости. Пес был по-настоящему счастлив, ощущая себя важным членом семьи. Шли годы. Илья стал подростком, Максим пошел в школу. Бим превратился в мудрого и сильного пса, для которого семья была центром вселенной. Но когда Илья окончил школу и уехал учиться в другой город, в жизни пса образовалась пустота. Совместные поездки на дачу прекратились, прогулки стали редкими и короткими. Дни тянулись бесконечно, наполненные томительным ожиданием. Бим надеялся, что все изменится, но с каждым днем становился все более незаметным в доме. Он тихо лежал в углу, стараясь не мешать, ловя каждый взгляд или слово домочадцев. Но его будто перестали замечать. Повзрослевший Максим стал раздражительным и часто срывал злость на пса. Бим не понимал причины, но продолжал любить их всех, хотя в глубине души чувствовал себя чужим. Он по-прежнему радостно встречал их у двери, виляя хвостом, но в ответ видел лишь недовольство. Его отгоняли, отправляли на место. Даже Максим перестал обращать на него внимание, а когда пес просился на улицу, нарочно игнорировал его. Бим все чаще оставался один. Он перестал бегать, перестал ждать и в конце концов просто лег, отказываясь вставать. Когда он совсем перестал подниматься, Михаил и Ольга стали выносить его во двор на руках. Ольга делала это с грустью, а Максим открыто возмущался. «Я не просил эту собаку. Сами завели, сами и мучаетесь». Однажды, не в силах больше терпеть, Бим сделал лужу прямо в комнате. Ольга не выдержала и набросилась на сына. «Как у тебя язык поворачивается? Он старый и больной, а ты только в телефон свой уткнулся. А если ты такая сердобольная, то сама за ним и ухаживай», — закричал Максим в ответ. «Или усыпите его, и дело с концом». Он с силой хлопнул дверью. Бим вздрогнул от громкого звука, вжал голову в плечи и замер. В тот вечер он впервые отказался от еды. Спустя несколько дней Михаил и Ольга, устав от проблем, решили, что сын прав. Они отвезут пса в ветклинику. Михаил погрузил Бима в машину. Пес с тоской смотрел на удаляющийся дом, чувствуя, что видит его в последний раз. В клинике Михаил, уложив собаку на стол, сказал врачу: «Мы на усыпление. Ему уже 18, сам не ходит, не ест». Иван Сергеевич тщательно осмотрел пациента. «Он болен?» — уточнил он. «Нет, просто старый», — ответила Ольга. «У нас нет возможности за ним ухаживать. Мы все оплатили, мы не проводим эвтаназию без медицинских показаний,
жестко отрезал ветеринар. Не дожидаясь его дальнейших слов, супруги поспешно вышли, оставив пса. Иван Сергеевич подошел к Биму, присел рядом и грустно произнес: «Ну что, дружище, дождался благодарности?» Пес приоткрыл глаза, и доктор увидел, как по его морде скатилась слеза. «Не плачь, старина. Никто тебя усыплять не будет. Попробуем тебе помочь». Обследование подтвердило слова ветеринара. Пес был абсолютно здоров, но полностью раздавлен морально. В тот же день Иван Сергеевич договорился о помещении Бима в приют «Надежда». Первое время в приюте Бим по-прежнему был безучастен ко всему. Он лежал и изредка ел, но не проявлял никакого интереса к окружающим. Однажды в приют приехал Константин Борисович, кинолог и зоопсихолог, специализирующийся на реабилитации сложных собак. «Здравствуйте, Елена. Мне сказали, у вас есть постоялец, которому нужна моя помощь». Поприветствовал он волонтера. Подойдя к вольеру, он ласково позвал: «Привет, дружище. Я Константин. Как насчет подружиться?» Бим не шелохнулся. «Он всегда такой?» Спросил кинолог. «Уже больше недели», вздохнула Елена. «Не ест, не встает, ни на что не реагирует. Тогда начнем с малого». Константин осторожно погладил пса. «А поехали-ка ко мне домой. Будем лечить твою душу вместе, но он же не ходит». Удивилась девушка. «Будет ходить», уверенно улыбнулся Константин и бережно взял Бима на руки. Дом Константина стоял на участке с большим двором, где были оборудованы вольеры для собак, которым он помогал восстанавливаться. Бим оказался среди таких же потерянных, но все еще живых существ. Сначала он просто наблюдал за происходящим. Затем Константин начал индивидуальные занятия, аккуратно поднимал его, помогал удерживать равновесие, делал массаж. Спустя несколько недель Бим смог стоять самостоятельно. А потом Константин привел его к небольшому бассейну. «Попробуем поплавать», предложил он. Пес испугался, но как только его лапы коснулись воды, память неожиданно вырвала картинку из прошлого. Солнечное лето, смеющиеся Илья и Максим, зовущие его в воду. Инстинктивно лапы начали двигаться, и Бим поплыл. В его глазах зажглась искра жизни. «Умница!» Радостно воскликнул Константин. С этого дня Бим словно переродился. Он с аппетитом ел, с удовольствием тренировался и с каждым днем все больше привязывался к своему спасителю. Невидимая, но прочная нить доверия связала их. Прошлое постепенно отпускало, уступая место благодарности и новой дружбе. Через год Бим полностью восстановился. Все подопечные Константина нашли новые семьи, но для старого пса он даже не искал хозяина. «Как же я тебя отдам, старина?» — говорил он, глядя в преданные глаза. Однажды утром Константин вышел на крыльцо с ошейником и поводком в руках. Увидев это, Бим радостно залаял. «Пойдем, друг», — позвал Константин. «Навестим приют, посмотрим, кому еще нужна наша помощь». Они шли по улице рядом, уверенный шаг мужчины и гордая, статная поступь восточноевропейской овчарки. Прохожие оборачивались им вслед и улыбались. Ветер трепал густую шерсть пса. Казалось, они неразлучны всю жизнь. И только они двое знали, что их история началась всего год назад. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!